Вы не имеете права говорить мне, что вам не нравятся свиные уши. Я объясню логику. Вы кликнули на это видео, у которого на превью я стою со свиными ушами. И видео, скорее всего, называется что-то типа «Рецепт свиных ушей» или около того. Ну, то есть, типа, если вы на него кликнули, значит, наверное, вас интересует рецепт свиных ушей. И я вам его покажу. А то начнется типа «Фу, какой ужас, свиные уши». Многие люди просто в кулинарном плане, они, ну, как бы развиваются и дорастают до печени, почек, субпродуктов, всяких ушек и всяких вкусных закусок. Некоторые еще не дорастают, я никого не осуждаю, но если вы кликнули на это видео, то вы ждете рецепт вкусных свиных ушей. Как правило, их подают в китайских ресторанах в виде салата или закусочки. Все мои знакомые хотят свое авто. Даже если ты стоишь в пробке со своим кондиционером и со своей музыкой. Но как же выбрать себе ласточку? Открываем Авито, листаем, ну и что понравилось, добавляем в избранное. Смотрите, тут есть полный отчет, давайте посмотрим, что это. Попадаю в автотеку, проект Авито, в которой проверяю историю авто и экономлю время. И правда, так я смог быстро чекнуть, что машина не была в ДТП, пробег не скручен и один раз размещалась на Авито. Кстати, при покупке 5 отчетов цена одного составит всего 99 рублей, а с моим промокодом всего 89 рублей. После покупки отчеты действуют 60 дней. Ссылка в описании, выбирайте авто и проверяйте в автотеке. Сначала берем свиные ухи и смотрим, какого они, не знаю, как сказать, качества, то есть опалены они, очищены они, насколько они чистые. То есть вот, например, абсолютно чистое, здоровенное свиное ухо, а вот тут какая-то внутри непонятная опалина. И само собой все это дело нужно каким-то образом очистить, чтобы никакой паленой шерсти вот этой быть само собой не должно. Второй момент. В свином ухе могут быть слишком жесткие, ну вот это все надо вычищать, видите? Это все надо вычищать. Могут быть очень жесткие вот такие вот хрящи-ушиные каналы. Их нужно каким-то образом удалить. То есть, если вы видите что-то странное, что-то, что вы съесть не хотите, скажем так, то отрезаем это нафиг, оставляя вот такое вот так можно еще распластать, распластанное, офигительное свиное ушко. От всего, что может вам показаться невкусным, избавляйтесь нещадно. Почему? Потому что, собственно, свиные ухи — это субпродукты, стоят они порядка 150 рублей за килограмм. То есть на пятихатку у вас будет целая гора, на гору гостей можно сделать гору салата. То есть это не настолько дорогостоящий продукт, чтобы париться, что где-то вот тут мы что-то отрезали, а где-то там мы что-то не отрезали. Пофигу вообще. Получается вот такие вот классные ухи. Теперь кинем их в кипяток. Зачем? Ничего полезного, интересного или вкусного за 10 минут кипения в кипятке из них не выварится само собой. Но чистить их, оттирать их от всякого будет сильно легче. То есть мы действуем точно так же, как с костями для студня, для бульона. Отварили первую воду 10-минутную, вылили нафиг, все очистили и залили супер чистой водой. Тем более, что та вода, в которой они будут кипеть и готовиться, это и есть как бы желатин наполнения нашего снека, нашего блюда, нашей заправки к салату. На 10 минут в кипяточек. Поварили ухи 10 минут и очищаем от всякого. Теперь это легче сделать. После 10-минутной варки еще раз все это дело осматриваем. И если вам что-то не нравится, например, тут какие-то волосинки, ну, это все-таки уши, друзья мои, такие же, грубо говоря, как и у вас. Еще раз проводим визуальный, аудиальный осмотр. Грубо говоря, соскабливаем все, что в теории нам может не понравиться. Вот тут, например, слишком много волосин, я просто эти волосинки вот так отрежу. Нужно, чтобы получились абсолютно чистые, без ничего уши. Также еще раз осматриваем на наличие каких бы то ни было. Вот, например, вот такой хрящ, как здесь, он, конечно, это перебор для такой закуски. Итак, друзья мои, вот у нас 1,5 килограмма офигительно зачищенных свиных ухов. Фишка в чем? Если вы хотите повторить данный рецепт с теми граммовками, которые у меня, ссылочка находится на все это дело в описании. А мы продолжаем. Само собой, ухо состоит в большинстве своем из вот этого вот хряща. Но у самого основания этот хрящ, вот этот беленький, да, который растушится и будет слегка хрустящим, и многие заказывают эту закуску в основном из-за вот этого вот, у самого уха, у основания, он превращается практически в кость и становится очень толстым, то есть там уже фиг прожуешь.
Без чего этот рецепт сделать тяжело? Без скороварки. Если у вас есть скороварка, то у вас за час-полтора случится то, что случается без скороварки за 3-4 и больше часов. Почему? Потому что скороварка создает внутри давление, и вода не кипит при температуре 100 градусов, а кипит при температуре 120-130 градусов. За счет этого все варится сильно быстрее. Но если скороварки нет, просто варим все сильно дольше. Очень дольше. Прям сильно-сильно дольше. Теперь берем имбирь и чеснок. Причем берем достаточно много имбиря и много чеснока. Можно не особо запариваться, его как-то чистить, потому что все равно мы все это дело потом процедим. И теперь все закладываем в скороварку. Но, собственно, если не в скороварку, то в мультиварку или в обычный чугунок, котелок. Но в скороварке это час, а в обычном котелке, то есть без давления, это часа 3. Так что смотрите сами. Сначала закладываем ухи, чтобы они были максимально плоские. Я не знаю, почему я говорю ухи, а не уши. Я думаю, что кто-нибудь уже в комментах написал, что я дурак. И мне, честно говоря, все равно. Так. Закладываем как-то вот так, чтобы они были более-менее плоско. Хотя они и сами по себе достаточно штука плоская. Добавляем чистую водичку. Она не должна покрывать наш продукт, наши уши. Это совершенно не обязательно. Вон на 2/3 водички этого более чем достаточно. Далее заливаем соевый соус. Китайское рисовое винище столько же, сколько и соевого соуса. Если что, вариться все это дело должно не в воде, а в бульоне. Но я вам честно признаюсь, я больше не играю в оставление остатков от разделки чего-то и запихивание всего этого в морозилку, чтобы потом сделать бульон. Я больше в это не играю, потому что я себя знаю, я раздолбай. Я завидую людям, которые всякие отрезочки, обрезочки, плавнички сохраняют и такие... Да, на следующей неделе я, достану это, и у меня получится какое-нибудь заливное рыбное на этих плавниках. У меня это работает не так. Я примерно через 5 минут забываю, что я там сохранил в морозилке, и через 1,5 года я достаю пакетик, в котором я даже на вид не могу понять, что там внутри. Поэтому, когда мне говорят там бульон, я, конечно, могу вам прикинуться профессионалом и сказать... Вот помните, мы все время сохраняли там всякие гуски, крылышки и прочую фигню, сварите из этого бульон. Но, если честно, я давным-давно просто покупаю жидкий бульон, которого ты на несколько литров добавляешь столовую ложку, и все, это типа бульон. Я больше ничего в морозилку не сохраняю, ничего оттуда потом через 3 года не достаю, не понимая, что это. Я в это наигрался, я забил. Поэтому я просто сделаю вот так, примерно столовую ложечку, там, чайную с горкой этого жидкого бульона туда. Если что, вот такая бутылка жидкого бульона, это 30-40 литров готового бульона. Без всяких костей, обрезков, варки и прочего. Я не знаю, насколько он полезен, и мне, если честно, все равно. Чайная ложечка соли, особенно если соевый у вас не супер соленый. Столовая ложечка сахара. Звездочка бадьяна. Как всегда, с бадьяном лучше не доборщить, чем переборщить. Даже вот такая вот штучка, то есть даже не целая звезда, а вот такой кусочек, все равно будет пахнуть капец как. А если вы добавите, например, 2 звезды целиковых, то это будет типа несъедобно. Такие дела. А также наш имбирь и чеснок. Вот туда все это дело засыпаем. Тут на самом деле примерное количество, ну, хорошие такие горсточки. Закрываем все это дело, то есть вот так вот, оп, у нас тут распорочка такая, хренак. Закрыли и ставим на огонь. Как только ниппель начнет подтравливать, то есть давление там пошло, замеряем 1 час. В скороварочке за час все это дело сильно размягчается, но если вы вообще хотите, чтобы было, скажем так, нечего пожевать, чтобы даже хрящи были мягкие, то есть вот эти вот белые прослойки ушей в ушах, то, собственно, час 20, час 30. Если больше, то там уже, на самом деле, доставать будет нечего, там у вас вообще будет все развалится. Поэтому час норм. Но вы начинаете замерять час, когда там уже все закипело, само собой. Спустя час ни в коем случае не открывайте скороварку по 2 причинам. Первое, нам все равно нужно остудить весь наш бульон прямо в ней, чтобы сваренные уши напитались соусом обратно. Ну и во-вторых, если открывать скороварку, которая под давлением, то, скорее всего, у вас обварится лицо.
Но это мелочи. Короче, не открывайте ее сразу. Я, например, просто поставил ее в ванну с водой, с холодной, и оно там за 15 минут остыло. Проверяем. Все, давляка нет. А это значит, открываем и смотрим, что же у нас там внутри. Уши у нас стали супер мягкими. Посмотрите, прямо расползаются, они прям напитались. Их мы, собственно, вынимаем и складываем куда-нибудь сейчас. Куда-нибудь отдельно их сложим. Аккуратно, а то они совсем, прям совсем мягкие. А вот, собственно, и они, супер нежные, супер мягкие, очищенные, зажелированные уши. Конечно, кто-то скажет, что эту кожу можно тоже в теории было бы удалить. Вот это вот, но типа в ней вся желеха на самом деле. То есть тут я не фанат такого, хотя видел, что люди действительно вот это вот прям вот так вот они счищают. Ну, реально, я не буду это делать. А зажелированные наши подливы, в которой был чеснок, имбирь и всякое такое, на самом деле остается не так уж и много. Это все мы, ну, выкидываем, это все понятно, там весь вкус ушел. И остается у нас тут 2-3 стакана буквально. Теперь нам нужна какая-нибудь тара. У меня, собственно, есть кадушечка. Вот такая вот кадушечка. Кстати, когда покупаете такую кадушечку, вы можете налить в нее воду и посмотреть, что она протекает. Почему? Потому что киньте ее на ночь в ванну с водой, доски разбухают, типа вот здесь вот на торцах, они типа слепливаются, и она становится герметичной. Но рассчитывать на это не стоит. Да, кстати, если у вас нет такой кадушечки, берите просто все что угодно. Тарелку, я не знаю, форму для выпечки, это на самом деле не важно. Я для красоты кадра беру кадушечку. И так как она все равно у меня немножечко протекает, типа на треть стакана за ночь, я выстелю ее пищевой пленкой. Таким образом и доставать наш террин будет легче. Поэтому я вот так вот сделаю определенный, как сказать, кокон. Вот так, кокон из пленки. Вот, чтобы не доверять, особенно вот внизу, вот там, не доверять герметичности самой бочечки. Ну вот так как-то, короче, зашибись. Чтобы ушки лежали более-менее равномерно, я нарежу их на полосочки. Кстати, зацените, смотрите, оп, как разрезалось, смотрите. Вот тогда приходилось пилить, а сейчас просто я разрезаю в одно движение вот на такие вот ленты. Смотрите, еще раз. Я специально сделаю это еще раз, не знаю почему. Смотрите. Так, оп, в одно движение. Оп, в одно движение. Оп, полосочки ушей. Получаются у нас вот такие вот ленты. Супер-пупер мягкие ленты ушей. Закладываем, например, в несколько слоев. Закладываем один слой, приминаем. Вот так, чтобы оно ровненько лежало. А теперь сверху все это заливаем той самой подливой. Я тут засыпал 4, 5, 6 слоев. То есть достаточно много. Если вы видите, что вашей чудесной подливы слишком много, то просто ее упарьте. Вот. И, конечно же, нужен пресс. То есть все это дело нужно продавить. Вот, видите, выходят пузыри. Уходят пузыри воздуха. Нужно продавить, чтобы все это дело было однородным. У меня вот здесь, то есть я так подтяну, в этой кадочке есть типа вот такой пресс. И я прессану всю эту штуку достаточно сильно. У меня есть несколько блинчиков по 2,5 килограмма. Вот, собственно, пускай они здесь лежат. Все, закрываем и оставляем на ночь в холодильнике. Ночь под гнетом прошла. Вот, сегодня у нас уже утро следующего дня. Само собой, все застыло. И, собственно, все застыло офигительно. Смотрим. Я грузики уже достал, поэтому теперь у меня желе с надписью Торнео от блинчиков от штанги. Вот. А теперь осталось достать все остальное, я не знаю как. Я переверну просто. Я перевернул. И ничего не происходит. Подождем. И вот за счет того, что у нас тут чудесная пленочка, мы можем сделать так и... Давай, вылезай. Ну, оно вылезает, но достаточно медленно. Итак, минуту мы это все вытаскивали, и у нас получается вот такая вот абсолютно ровная, но немножечко перекосила, видите, вот в эту сторону, но тем не менее, пофигу, это все нарезается. Вот такая вот шайба с ушами, только посмотрите на это. Пахнет имбирем, чесноком и такая бэм-бэм. Давайте разрежем пополам, я вам покажу, что там внутри. Просто вот так и вот так. Мягкая, как торт. Посмотрите на это.
На самом деле, самое вкусное здесь, реально вот на мой взгляд, это даже не сами уши, они просто похрустывают классные, а вот это вот желеха, вот эта вот желатиновость, которая мгновенно тает во рту, я уже попробовал, само собой, она просто божественная. Теперь смотрите, вот так отрежем еще один кусок. Вы посмотрите на текстуру, это просто ультрасекс, просто ультрасекс. Ну и, собственно, можно нарезать как угодно, то есть для салатов, для каких-то закусок, с фунчозой, с огурцом. Это заходит просто божественно. Само собой, уши супер нежные, супер мягкие. Там куча желатина просто со специями, желирующих веществ. И на вкус оно должно быть 10 из 10. Ну, я уже знаю, что оно 10 из 10, но тем не менее сейчас еще попробую. На камеру, так сказать, похвалю сам себя. Кстати, народ, забавный факт, который я уже озвучил. Самое вкусное это даже не сами уши. Это вот это желе. Посмотрите на цвет. Это максимально насыщенная штука, которую вот так вот полосками можно есть просто как конфеты. Чем я, собственно, и займусь. И желеха тает во рту, имбирно-чесночная, немножко этого бадьяна. Все сочетается в единый нежный мягкий вкус. Это божественно. Что касается просто ушей, идеальные холодные китайские ушки. Просто прекрасно. И с этими прекрасными ушами, хрустящими, мягкими, нежными, да, несмотря на то, что они мягкие, они немножечко похрустывают из-за хрящиков, но расплываются, тают во рту. С этими ушами мы сделаем офигенный китайский супер простой салатик, но это уже история для Инстаграма. По ссылочке в описании будет и рецепт этих ушей, и, собственно, в Инстаграм проходите, там будет рецепт салатика, очень простого, с красивыми фотографиями. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно, кушайте свиные уши. Еще раз, вы не можете жаловаться, что это свиные уши, фу, потому что вы видели название ролика, вы видели превью. Всем пока.